Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре вот такая красота. Здесь собраны все орские сорта с последней распаковки. И прежде чем мы начнем, хочу ответить на один вопрос. Мне в личку девочка написала, как вы спасаетесь от сухости губ. Спасают меня корейские бальзамы и спасает меня обычный аптечный пантенол. Вот я покупаю вот такую гигиеническую помадку, и она хорошо справляется. Такая, просто когда меня просят ответить, я пишу название, и иногда человек не понимает, о чем речь. Итак, приступим. Значит, здесь вот такая у нас красивая тарелочка. Я собрала все сорта. Они не подписаны, потому что, я вам говорила, у меня очень хорошая вкусовая память. Я знаю, что здесь находится. В ВКонтакте был прямой эфир с дегустацией. Но я решила записать отдельный ролик для вас на YouTube. Итак, приступим. Давайте начнем с яшмы. Яшма. Вот такая красавица. Очень красивый сорт, плотненькая. Ее зачищаешь, видите, какие у нее разводы. Очень красивая. Формат будет такой же, то есть я вам называю сорт, грызу его и описываю. Итак, что по поводу яшмы? Офигенная. Что я поняла, получив посылку от прямого добытчика? Что яшму нельзя пересушивать. Когда она пересушенная, она, да, она хрустит, но у нее исчезает вкус. Вкус становится не такой насыщенный, как в таком виде. Откусывается глухо. Сначала сухая, затем растворяется в такую густую сметанку, которая слегка подзалипает, но это залипание легко смывается водой. Какой же у нее классный вкус. Вкус свежести, вкус пыли, вкус мокрой земли вперемешку с песком. Вкус слегка не яркий, но отдаленно разнотравие. Офигенное. Скрип есть, он незначительный, и он как воздушный рис. Я в восторге от яшмы. Очень мне понравилось. Следующее у нас с вами орские сливки. Как же мне понравился этот сорт. У него цвет такой, знаете, бежевый. Она слегка морает ручки. Бежево-коричневый. Вот ее, когда зачищаешь, видите, как она стоит, аж поблескивает. Классный сорт, погрызу, опишу. Что касается орских сливок, обалденный сорт, глухо кусает, откусывается она с усилием, от такого кусочка она откусывается с усилием, она плотная. Есть незначительный скрип, не как у сакуры, допустим, или у акации,
помягче скрип мелкими частичками, и вы когда жуете, он редко чувствуется, он уже чувствуется когда намокает очень сильно. Вкус пыльный. Сначала она сухая, затем в густую сметанку подлипающую. Она жирненькая. Удивительно для орских сортов. В ней есть жирность, такая легкая сливочность есть. Вкус лично для меня отдает сухими травами, мокрой землей, пылью и слегка такой, знаете, приправочный. Слегка у него есть вкус приправы, сухой приправы. Вот, кто любит хмели, сунели, вот что-то такое. Есть легкая, очень легкая терпкость. Классный сорт, обалденный, но его нужно перебить. И перебивать мы его будем. Здесь у меня вот такой кусок. Смотрите, какой красивый. Это суфле. Безумно мне понравился этот сорт. Оторваться я от него не могу. Спасибо моей подписчице, которая посоветовала его попробовать. По нему будет отдельный обязательно обзор, я сниму. И все подробно о нем расскажу. Обалденный. Очень нежный, тает как мороженое, без крупиночки. Он до конца не просох, но еще 5% осталось ему досохнуть. И в таком состоянии он мне безумно нравится. Так, едем дальше. Абрикос. Тоже очень и очень интересный сорт. Я буду говорить вам, что попало в мои фавориты. Это абрикос, орские сливки, яшма. Пока что то, что мы попробовали, все входит в список моих любимчиков. Абрикос. Цвет приглушенный персиковый. Вот такой вот. Структура у него кудрявая. Ну, когда его зачищаешь, он вот такой вот. Плотненький. Погрызу, опишу. Обалденный сорт, ничего сказать не могу. Сколько я его пробовала, скрипа я в нем не чувствую. Сорт чистый. Его когда откусываешь, у него, видите, структура тоже какая внутри. Его откусываешь, он, во-первых, легко откусывается, но от большого куска, конечно, с усилиями будет откусываться. Его откусываешь, он сразу намокает. Сразу растворяется в нежную такую сметанку густую с ярким вкусом. Вкус у него сливочный, вкус мокрой земли, вкус слегка пыльный, но основная его черта, и он полностью оправдывает свое название, в нем чувствуется вкус косточки от абрикоса. Кто разгрызал косточку от абрикоса, вот в нем есть такой вкус.
И вот его тоже нужно будет перебивать, потому что он имеет настолько яркий вкус. Перебьем мы вот таким кусочком. Это халань от Янюты. Хочу попробовать, вроде просох. Халань, значит, от Янюты, ей нужно еще подсохнуть, ну еще где-то на 5% она еще влажная, но это не песочный сорт. Сухой, но не песочный. Опишу потом, будет по нему обзор. Следующий у нас оливка. Какой же это твердый сорт? Это очень твердый сорт, чистится он тяжело. Оливкового цвета. Такая вот красота. Взяла маленький кусочек, потому что не очень мне зашел этот сорт. Оливка очень плотный сорт, от большого куска вы его не откусите. Плотность у него выше, чем у опала и заката, но это их родственник, так грубо говоря. Очень плотный, откусываешь его, он разлетается на мелкие песчинки. Для меня это именно песчинки. И такое ощущение, что жуешь сухой пыльный песок. Вот ничего больше я в ней не чувствую. Но опять же, у меня брала девочка, и она прям в восторге оказалась от оливки. Вот закат с опалом ей не зашли, а оливка ей зашла. Тоже на любителя. Если вы хотите попробовать какой-то новый сорт, берите пробником. Так будет лучше. У меня все сорта в ассортименте, кроме аметиста и бисквита. Но до них дойдем. Опал. Опал мне пришел вот такой красивый. Не стала брать большой кусок, потому что у меня там глыба лежит, и она лежит для видео. Она лежит, ее чистить нужно. Вот такой красавчик. Опал. Опал я люблю. Не могла остановиться, сгрызла весь кусок. Опал очень классный сорт. Для меня он комфортный, как бы он плотный, откусывается сложновато, от большого куска вообще нереально будет откусить. Он слоистый, напоминает структура прессованная кора дерева, такая прям хорошо прессованная. Для меня это вкус побелочки, пыльный. Для меня это вкус бумажный, не бумажный даже, а картонный. Сорт чистый, не скрипит, обалденный.
Так, едем дальше. Вот сюда прям новинка просится. Этот сорт новая, у меня есть обзор отдельный на нее на канале. По каждому сорту будет отдельный обзор. Погрызу, опишу. Сорт новая. Очень красивый сорт, конечно, не спорю, она очень красивая. В то же время она очень рыхлая, очень мягкая. Ну, прям вот ее откусываешь, и она прям, вон, видите, расслаивается. Очень нежный сорт. Структура для меня песочная. Мягко песочная, слегка мучнистая. Вкус мягкий, не яркий, пыльный, меловой, слегка побелочный. И в ней очень отчетливо чувствуется вкус цветочный. Прикольный сорт для любителей сухих сортов. Вам зайдет. Не скрипит. Она жуется, как мягкий песочек. Следующая у нас красавица акварель. Вот такая вот она. Цвет бежево-розоватый, желтоватый. Но бывают некоторые кусочки разноцветные, такие приглушенные оттенки. Плотная, в руки берешь, она гладкая. Такое ощущение, что она очень жирная. Когда в руки ее берешь, на астану похожа. По тактильным ощущениям. Погрызу, опишу. Не зря этот сорт получил свое название, потому что для меня это вкус пыльный и мокрой акварели. Вот прям мокрая акварель. Слегка есть в ней привкус подвальный, земельный, но когда вы полностью разжуете, у нее прям вот мокрая акварель. Сорт плотный, откусывается достаточно легко от такого кусочка. С глухим хрустом. Она практически не залипает, легко смывается водой. Залипание есть незначительный, местами очень редкий скрип. И вот кто любит лаванду башкирскую, вам акварель зайдет. Прикольный сорт, иногда можно, но вот это слегка не мое. Вкус очень яркий, нужно перебить его. Князь Милоежка от принцессы Милоежки. Итак, продолжаем. Следующий у нас закат. Вот такие два кусочка. Взяла небольшие кусочки, чтобы удобно было грызть. Погрызу и пишу.
Скажу так, закат от прямого поставщика мне тоже очень понравился. Он чуть плотнее опала, но мягче оливки на порядок. Слоистый. Он, знаете, идет такой от ярко-персикового цвета до желтенького. Слоистый, плотненький. Вкус для меня пыльный. Вкус картона, вкус извести. Слегка меловой. Чистый сорт, не скрипит. Обалденно.